Ходит слух, что русским в Европу сейчас путь закрыт. И я хочу им помочь. Путин псих. Поэтому война на Украине не закончится. Есть такой слух, что неогласно, но проходной балл для русских повысили. Самый реальный вариант, как по мне, для русских сейчас, Сука, какая-то херня. Это видео я записываю, потому что адекватные люди из России хотят оттуда уехать. И я хочу им помочь. А те, кто смотрит зомбоящик, они оттуда не уедут никогда. Но я надеюсь. Неприязнь к русским. По большей части, если вы не носите по улицам русский флаг, европейцам до вас будет пофиг. Их будет больше волновать рост цены и своя личная безопасность. А вы их мало будете интересовать. Сейчас все очень неоднозначно, потому что в то же время вот какой-то праздник русских в Германии с русскими флагами, на который пришли украинки. Но все подобные сходки русских сейчас контролирует полиция, чтобы не началось что-то очень неприятное. За время моего путешествия я был в Польше и в Чехии. Разговаривал там с некоторыми людьми и задавал им вопросы. Боятся ли они, что может быть война с русскими? В Польше где-то половина боится. А когда я задаю этот же вопрос в Чехии, большинство говорит, что такого быть не может. Путин псих. Но здесь я согласен. Никто не захочет с ним вести дела. Поэтому война на Украине не закончится, его будут сдерживать там. Потому что если он захватит Украину, он захватит Польшу, ну а после Польши уже пойдет Чехия. Личная неприязнь. Возможно такое, что просто какому-то отдельному человеку будет неприятно, что вы из России. Потому что поддерживает Украину тут абсолютно все. Недавно я стоял на кассе, и какой-то пацан просто, не украинец, просто закричал в воздух «Слава Украине!». Ему в ответ крикнули типа «Героям слава!». Я захожу в мексиканский ресторан и заказываю какую-то херню, еду. Начинаю говорить ему свои 5 копеек на чешском. Он мне говорит «Украина!». Я такой «Ебать, да, Украина!». Пиздец, он со мной на украинском начал говорить. Я думаю, зачем я учу это чешский? А моему другу в Португалии недавно не дали снять квартиру просто потому, что он русский. Вы прикиньте. На каком-то сайте он нашел мужика, который сдает квартиру в Португалии. С чего-то этот мужик решил спросить: «А вы украинцы?» Мой друг сначала как-то завтыкал, а потом сказал: «Нет, я русский». Ну, собственно, квартиру ему снять не дали. Образование. Ходит слух, что русским в Европу сейчас путь закрыт. И это как бы да. Ну, как бы и нет. Я не знаю, что это значит. Это значит, то, что ты видишь, это будет значить, что это значит. Есть такие страны, как Британия и Чехия. Полная неприязнь к русским, и все дошло до того, что исключают русских. Не то, что не берут на поступление, их исключают. А вот школа чешского языка в России создала петицию, чтобы русские могли учиться в Чехии. Не очень понятно, почему мой ребенок и я отвечаем за действия конкретного лица, к которому не имеем никакого отношения. Сейчас все очень неоднозначно, потому что в то же время Франция упростила въезд и образование для русских. Но в то же время Вене, это город в Австрии. Есть такой слух, что неогласно, но проходной балл для русских повысили. Самый реальный вариант, как по мне, для русских сейчас, это Германия. Я нашел целый сайт, где указаны просто сотни вузов, где не нужен немецкий язык, только английский. Ссылку на сайт я оставил в описании. Я помогаю своим друзьям из России найти учебу за границей, поэтому и сам пользуюсь этим сайтом. На каждом факультете написано, из какого они города и когда начинают принимать документы на поступление. Я только за то, чтобы русские сейчас уезжали оттуда и не будут спонсировать все это смертоубийство. Как итог, да, неприязнь к русским есть, но она не настолько большая. Если ты не хочешь всю жизнь сидеть в России, то не нужно чего-то ждать. Эта война не факт, что закончится. В 2014 году, когда начался весь этот дебош в Крыму, когда Крым был еще украинский, мои родители мне сказали: через 2 месяца, типа июнь, это все закончится, поедем в Крым. Прошло почти 9 лет. Но с момента этих слов в Крыму я так и не был. Поэтому, ребята, не сидите, нужно что-то делать уже сейчас. Всем пока, всех люблю.